Я приветствую вас, представители знака зодиака Весы. Второй расклад. Что прояснится? События ближайшего будущего, ближайших дней. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 апреля. По сути, до конца месяца. Что уходит, а что придет взамен? Вот такие вопросы. Астрологические мы можем предполагать апрель месяц, вторая половина, она будет в более убыстренном темпе. Это за счет того, что 13 апреля закончилась великая ретроградность планеты Венера. Это как заключительный аккорд выходит, и уже она теперь в прямом движении. И те вопросы по вот этой великой ретроградности. Очень много планет, как перезагрузка всего человечества, может быть и так, которая длилась с последних месяцев прошлого года, тем не менее нас подводила к какому-то итогу. Это может быть итог как в отношениях, это может быть итог в наших взглядах на мир, на наши планы, на осуществление нашего желания. И нас поставит, словно во вторую половину апреля, жизнь перед заключительным аккордом или каким-то фактом. Такое я могу предположить. Пусть не для всех, потому что, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. И все же, для кого-то из вас два вопроса. Ждать или отпустить. Повторить еще раз какой-то сценарий или все же реорганизовать свою жизнь в каком-то более реалистичном, в новом ключе. Вот давайте мы с вами узнаем. У нас сегодня две колоды, и первая карта у нас сначала идут на Таро. Так что же уходит? С чем это связано? Давайте раскроем. Какую подсказку нам дадут карты? Да прошлое уходит, вот правда, десятка мечей. Вы знаете, это могут быть отношения, в которых вы потерпели, ну, словно фиаско. Или когда вас предали, ведь это карта предательства. После предательства мы быстро не оправляемся, нам нужен какой-то период, пока мы восстановим силы, пока вот эта боль внутренняя, она успокоится. Или прежде чем мы сами как-то начнем, ну, более рационально думать, потому что это на фоне очень сильных разочаровывающих эмоций. Поэтому какой-то опыт печальный вы не должны повторить. Или, может быть, не довериться тому, кто вас уже подводил. Хотя, вполне вероятно, еще в апреле, с учетом, опять же, вашей планеты управителя, Венеры, тут какая-то история может быть повторена. Ну, давайте узнаем. Так что же уйдет, мои дорогие? Достану карту сама. Может быть, вот эта десятка мечей как раз и говорит, что это вы уже, мои дорогие весы, определились и себе сказали в прошлое не ногой. Это точно. Итак, что уходит? А что приходит взамен? Что прояснится? Какой вопрос? Какая тайна откроется? Что неожиданно? Неожиданные события, неожиданные новости. Это то, чего вы не ждете. И как знаки судьбы, давайте достанем три карты из колоды Ленорман, оракула Ленорман. Возможно, это как сферы жизни или непосредственно события, с чем они будут связаны. Что вам придется решать или чему уделять больше внимания? События ближайшего будущего. Достанем еще карту совет, и позже мы с вами посмотрим, достанем карты по основным сферам жизни. Итак, что же уходит? А и пусть идет. Пятерка кубков, мои дорогие. Зачем она вам, да? Это карта разочарования, это карта внутренней боли. Это карта, да, где-то как, знаете, послевкусие после десятки мечей. Десятка мечей – это сам процесс или завершение, как последний аккорд, когда, почему 10 мечей? Можно было подумать, что достаточно и одного меча, но нет, было вонзено именно 10. Но это уже завершение обозначает. Но потом следует период вашей адаптации, ваших внутренних эмоций, вот этих разочарований, через которые нам нужно тоже перешагнуть, пройти. И требуется какое-то время, прежде чем мы оправимся от увиденного, услышанного или от того, как с нами поступили, и пойдем дальше. Поэтому вот эта карта некоторой депрессии, апатии, разочарования глубоких, вот это уходит. Что придет взамен, давайте узнаем. Но новые энергии. Ну, очень красочная карта, посмотрите, паж жезлов. И вы можете что-то новое изучать. Или вас может вдохновить
Пусть даже какой-то пустячок, мелочь или какой-то проект. Вдруг вам что-то будет интересно, не останавливайте себя, мои дорогие весы. И если вам всегда хотелось изучить, допустим, или вникнуть в какую-то тему, рассмотреть для себя новые возможности, может быть, монетизация своего творчества, а среди вас очень много творческих людей, или изменить словно направление творчества. Раньше, ну, может быть, были те ключевые партнеры, которые находились в конкретной местности, а тут вы вообще, ну, просто для вашего знака зодиака в этом 2025 году, и мы постепенно приближаемся ко второй половине года, и вторая половина года, она у вас может быть сопряжена с переездами, поездками, с какими-то перемещениями, договоренностями, больше контактов, но кто знает, может быть, вторая половина, окончание апреля. Это когда вот вы делаете первые шаги. Поэтому не наступите на горло собственной песни, мои дорогие весы. Ведь это начало, а мы можем подумать, а нет, ничего не получится. Или, а вот я когда-то там попробовала, у меня ничего не получилось, не произошло, а это требует стольких усилий, а это мне надо что-то даже начать с нуля. У нас Паш, это почти ноль. То есть это какой-то процесс в самом начале. И у пажа, посмотрите, метла да котомочка, вот и все. Он идет налегке. Вот не бойтесь куда-то идти налегке. Или осваивать какие-то даже науку, знания, или рассматривать проекты, которые начинаются с нуля. Для вас этот экспромт может быть очень большим квантовым скачком. Тут самое главное не погрузиться в разочарование. Ваша задача до конца апреля выйти просто из, может быть, от того, как отношение, да, отношение к вам, когда вас долгое время человек заставлял ждать, или когда вы сами, может быть, дорогие весы, надеялись на того, кто не придет, или того, кто не откликнется, или, может быть, часто по пятерке кубков это двойственные ситуации, качелеобразные отношения, когда мы ждали, а не дождались. И здесь, в любой сфере жизни, может проиграться вот такая история, когда мы испытываем глубокое разочарование. Так вот, это уходит. Вот и не мешайте тому прошлому оттолкнуться и уйти, мои дорогие весы. Какая-то перезагрузка, но самому себе помочь, переключить себя на более позитивные мысли или на какой-то новый проект. Или вспомните о своей мечте. Вспомните о том, что вы все время откладывали в долгий ящик, но всегда хотели осуществить. Здесь буквально какое-то дело, которое вам нравится, может открыть перед вами новые перспективы. Но это может быть еще некоторая развилка. Наш Паш тоже показан. Как будто развилка, можно пойти вот и как будто налево, можно тут немного правее взять или прямо. Но значит выбор, он у вас будет присутствовать. Поэтому что приходит взамен? Его Величество выбор. Не что-то, знаете, так глобально выглядит, а выглядит даже каким-то пустяком. Но он для вас имеет большое значение. Что же прояснится? Два направления или две темы. Первое – финансы, второе – личная жизнь. Поэтому нам не говорят, что же это будет, да, конкретно. Но это могла быть какая-то, к примеру, разочаровывающая история по части личной жизни или какой-то минус большой по финансам. И вы теперь, ваша задача быть реалистом. Обратите внимание, король кубков – это единственная карта в колоде Таро, которая очень похожа по энергетике на карту мага, потому что только король кубков умеет правильно переключаться между рационализмом, практикой, материализмом и эмоциями. Он не смешивает в одну корзину и эмоции, и вот эту прагматику или практицизм какой-то. Почему? Потому что если мы решаем, к примеру, вопросы работы, наших достижений, и сюда мы добавим или денег, к примеру, да, и если мы сюда еще добавляем эмоции, ну тогда вообще путаница какая-то, и наша жизнь более путанной становится. И с другой стороны существует сфера эмпатии, личной жизни, любви. И стать вот таким сухарем, прагматиком, это тоже не гуд. Наша жизнь тогда перестанет играть красками, перестанет нас вдохновлять. В конечном итоге это тоже может окончиться пятеркой кубков и каким-то разочарованием. Ваша задача сбалансировать, чтобы все было гармонично. А по этой части, мои дорогие весы, вы великие практики, кстати, когда вы умеете
и договориться, и быть дипломатом, но и не прошляпить что-то в вопросах рациональных или буквально в вопросах денежных. Так вот, какие-то подобные ситуации у вас будут проясняться. Давайте то, чего вы не ждете, или неожиданность. Карта харизматичного лидера. Вы, кстати, можете столкнуться с таким лидером, то, что он говорит, может быть, есть какая-то ключевая персона, которая, кстати, может менять свое мнение. И очень сильная энергия. Я больше вижу, это вам говорят, ты будь в таких энергиях, лидерских, поставь свои желания где-то на первое место. Но если мы говорим о контактных людях, то тогда вот как идейный лидер он может вдохновить. Или это может быть какое-то предложение или даже проект, который исходит от другого человека, и он вам нравится. Или он вас зацепил за живое. Вам тоже где-то хочется в этом участвовать или продолжать. Но давайте будем реалистами. Король жезлов – это лидер, мы сказали, правда? И это больше командир. Или тот, который отдает приказы. Или тот, который дает советы. Но не значит по этой карте, что человек сейчас прямо с места в карьер кинулся вам помогать или участвовать в каком-то деле, вопросе. Он как будто ставит перед собой задачу вас вдохновить, побудить вас на что-то. Но сам делать он ничего не будет. Вот такой тонкий нюанс. Это вот в неожиданностях у вас, то, чего вы не ждете. Поэтому есть некоторая персона по королю жезлов. Это где-то страстный человек. Страстный человек это может быть, кстати, и в личной жизни. Но он позволяет себе такие эмоции, скажем, да, и страсть. Но это может быть и вопросы денег, бизнеса, договоренностей. Потому что жезлы, дела, работы, бизнес и деньги. И не совсем тогда стоит ожидать быстрых действий от этого человека. Где-то просчитывать с учетом того, что какую-то работу придется вам делать самим, мои дорогие. А человек может всех своих планов, кстати, и не раскрывать. Вы можете вот именно как-то по-другому оценить конкретную персону. Тут и персона может этакое что-то вытворить, чего вы не ждете. Поэтому надейтесь сами на себя. Будьте предельно внимательными. Но я не вижу здесь конфронтации с этим человеком. И поэтому я могу предположить, что где-то, если у нас жезлы выпали на то, что придет взамен, вам придется принимать даже какое-то решение по части человека. И это может быть связано как и с личной жизнью, но все же я вижу ваши достижения, денежная тема или вопросы работы. Давайте откроем как знаки судьбы или события ближайшего будущего. Помните, мои дорогие весы, вот аркан Медведь, ваша позиция, она сильна. Но какой-то заключительный этап, 10, уже какая-то перезагрузка, она у вас должна произойти, и я об этом говорила. И 15 – это победа. Поэтому есть какая-то победа по конкретному вопросу или что-то у вас прояснится. Вы укрепите свои позиции либо одним, либо другим образом. Вы сейчас больше настроены не пройти еще какой-то путь, где могут находиться старые грабли. И поэтому это вас делает осмотрительным. И поэтому на какие-то пафосные речи, а такое может быть со стороны короля жезлов, вы уже не ведетесь. Вы хотите сохранить самое себя, свои сильные позиции и, что немаловажно, именно ваши планы, ваши какие-то задумки. И с одной стороны, это, конечно, как вот я объясняла, с ваших каких-то позиций. С другой стороны, это могут быть конкретные вопросы согласования, мои дорогие весы. Когда вам придется обращаться в какие-то инстанции, оформлять документы, может быть, юридически некоторые тонкости узнавать, какое отношение у вас работает закон. И тогда вот этот медведь, это будет как профессионал или та персона, которая точно знает законы или знает, как обустроить тот или иной вопрос, решить какое-то дело, составить правильно документ или какими действиями нужно идти путем достижения цели. Допустим, это может быть и чиновник, да? Вы хотите что-то оформить или вы хотите переехать и следует подготовить, к примеру, документы, то вот тогда вот эта ступенчатость, это вы тоже вам нужно прояснить, и вы это проясняете. То есть какая-то победа в делах, которые касаются документы или какие-то важные согласования, договоренности на разных ступенях иерархии. Мои дорогие, у вас это получается. Но карта приглашает, опять же, быть лидером вас самих. Поэтому
преувеличивать ваши возможности и отказываться от всех разочарований, которые вас прежде ставили в тупик. События ближайшего будущего. У кого-то могут быть вопросы. Первое. Конкретно место жительства. Где вы сейчас находитесь и где вы планируете. Может быть, это то, что вы планируете, как какую-то поездку, переезд, которая может быть не в конкретных сроках и даже не в этот период 10 дней, а когда-то там позже, да, и вы будете готовить документы. Или вы собираетесь по работе куда-то переехать, и вы тоже просчитываете, где я буду находиться. Вот эти вопросы быта, материализма, да, нужно решить, просчитать что-то по деньгам. А для кого-то из вас это вопросы одиночества, мои дорогие, выхода из одиночества. Все же в этом оракуле Ленорман один аист, не двое. И я могу себе предположить, что вы с кем-то можете здесь, как ваш союз, пусть это для кого-то может проиграться, что завершается история любви, или скорее она завершилась. Но я могу сказать, вы скорее чувствовали, что к этому все идет. И вполне вероятно тогда карта вам будет говорить: не печалься, потому что у тебя... Ты должен как будто завершить какие-то отношения, больше ясности внести в свою жизнь личную. И после этого, когда ты все расставил уже по своим местам, и пространство, Вселенная чувствует, что место свободно рядом с тобой, и значит, она тебе подарит нового человека. Пусть это не в эти 10 дней, но я могу предположить, что вторая половина 2025 года, или пусть это даже где-то период мая, мои дорогие, хотя я не отрицаю конец апреля, но какая-то перезагрузка может произойти и по части личной жизни, и значит, новая история, она будет с меньшими ошибками. Ну, пусть это касается далеко не всех, но выход из одиночества кто-то из вас может продумывать. Ну или, как я сказала, вопросы для людей семейных, вопросы быта, детей, вашей семьи, может быть, родственников, переезда. Ну, здесь у каждого своя палитра. И тогда вы можете действительно тут что-то сделать или найти недостающую информацию по части, как правильно поступить. У вас здесь все постепенно, шаг за шагом будет складываться гладко. Не переживайте. События ближайшего будущего. Змея. Конечно, у нас год змеи. И будем говорить. Я часто в своих видео говорю о том, что 2025 год – это год адаптации. И после этой адаптации мы должны, ну, как новую стратегию, организацию, или приступить к этой организации жизни по-новому. И, конечно, змея – это символ мудрости в первую очередь. Змея, она наблюдает, она никуда не торопится. Она как раз наблюдает, анализирует, а потом молниеносно действует. Поэтому тут у каждого по-своему. Период наблюдения, анализа какого-то. Не хочется еще раз какие-то ошибки совершать. Поэтому есть какая-то тема в вашей жизни, которую нужно обязательно продумать. Нельзя действовать на авось, нельзя действовать в надежде на кого-то. Надеяться нужно на самого себя или на саму себя. Но есть, тем не менее, другое значение в этой карте. Змея. Это может быть человек, которого вы не знаете, что ждать. И, возможно, вот эти эмоции, да, или какая-то депрессия, апатия, когда вы очень разочарованы, что человек так поступил. Но знаете, мои дорогие весы, зато для вас, знаете, как глаза открываются на мир, или спадают розовые очки. Скорее вы будете понимать, что да, мне с самого начала от какого-то человека не надо было ждать звезд с неба. Или пусть даже не звезд с неба, а просто элементарной искренности, надежности. Ну, нет тут тех, вот можно сказать, за исключением лишь тех, кто сейчас может быть в паре, мои дорогие. Если мы говорим про личную жизнь, да, к примеру, и рассматриваем карту змея, здесь могут быть надежными только те люди, которые вам долгое время помогали и с которыми вы еще сейчас продолжаете либо сотрудничество, либо буквально это ваш партнер по браку. Надежными могут быть чиновники, но только в рамках их полномочий. Все остальное, ну, зыбко непонятно. И, может быть, вам карта говорит, что весы, ты продумываешь что-то с той позиции, что если у тебя подводит какой-то конкретный человек или обстановка вокруг
меняется, ты вот за нею наблюдаешь, но видишь, что что-то идет не так. Будь готов быстро как-то перестроиться, быстро адаптироваться, и это будет вам во благо. Давайте откроем карту совет. Туз Пентаклей. Тут все равно какая-то перезагрузка и новый путь. По тузу Пентаклей это возможности. Для кого-то из вас конкретно получение денег. И я могу предположить, те деньги, мои дорогие, по тузу Пентаклей, мы получаем их, если это касается вашего гонорара, или это ваши заработанные, то, что вам причитается деньги, но они в прежний период где-то там застряли. Вот скорее до конца апреля вы их все же получите. Но здесь может быть еще и тема документов, опять же, важных согласований или для себя какой-то новой стратегии и тактики, потому что туз Пентаклей – это один Пентакль, который мы только садим в землю как зернышко, а в последующем мы получим денежное дерево. Поэтому я говорила, учеба или какой-то ваш интерес, не наступите на горло собственной песни. Хорошо, давайте посмотрим, что нам скажут карты по основным сферам жизни. И первая сфера – дела, работа, бизнес, ваши достижения или честолюбивые планы. Какие же энергии? Ну, пятерка кубков и четверка кубков. Правда, есть какая-то апатия, глубокое разочарование. Может быть, и вы видите, что партнер по бизнесу ненадежен. Или ненадежен руководитель. Вот, кстати, какие-то обещания тут тоже могут быть нарушены. Или прежде какая-то, ведь всегда по четверке кубков это предшествовала какая-то ситуация. Это не новое. Это наша апатия или куда мы попадаем, да, в такое разочарование, потому что у нас что-то не состыковалось. Или то, что мы планировали раньше, и, может быть, даже были договоренности, но это не случилось и не произошло. Так вот, все то, что я сказала по этим двум картам, просто эта карта дополняет, и для вас сейчас нужно увидеть вот этот кубок, который как будто приносит паш. Но наш человек смотрит в 3 бокала пустых. Поэтому не надо искать истину, может быть, буквально в вине, да, и не обязательно, что же тут в бокале налито, не обязательно алкоголь, будем говорить, может быть, тут какой-то жизненный эликсир, вообще здоровый образ жизни. Но мы будем воспринимать карты аллегорически, тем не менее, и есть один бокал, который как будто судьба вам подает, может быть, это вот все то, что я говорила по пажу жезлов, как начало чего-то нового, а мы можем застрять вот в этих грустных воспоминаниях, и нам кажется, света белого не видим, горизонта мы не видим. Мы смотрим, вот тут человек в эти 3 пустые бокала, здесь пятерка кубков, девушка смотрит в песок, и опять же на эти 3 разлитые чаши, а 2-то стоят еще на столе, но она их не видит. Она не смотрит, вот обратите внимание, для вас нужно увидеть какое-то другое направление, как и эти 2 кубка, которые в другой стороне. Ну, так и этот один пусть кубок. Но здесь тоже, словно вам судьба дает какое-то время, мои дорогие. Поэтому здесь какая-то перезагрузка по вашей работе, я такое могу предположить. Не все идет ровно так, как вы бы этого хотели. А дайте я спрошу, а почему? Вот мне интересно. А вы завершаете какой-то этап. Ну, правда, перезагрузка новая уже на пороге. Но, тем не менее, какой-то итог вы получите. Тем я могу допустить даже, да, если есть какая-то ложка дегтя, а может быть у кого-то наоборот бочка дегтя, ну там есть ложка меда. Мы все разные все-таки, давайте будем реалистами, но по 21-му аркану это когда сбывается какая-то наша, пусть не мечта, но одно желание. И перезагрузка, да, это завершение. Поэтому что-то у вас завершается, уходит. И, может быть, и есть какие-то еще разочарования. Но в конечном итоге, мои дорогие, вас это будет радовать, потому что это завершилось. Самое время чему-то сказать спасибо, что ты было, или спасибо, что ты был или была, и пойти дальше. Значит, в сфере работы уделяйте внимание. У нас, кстати, медведь, мы говорили с вами, что это вот где-то по работе. И вы попадаете как в очень продуктивное время. Вы успеваете для себя сделать что-то важное. Деньги, карта сила, правда. Вам сейчас может быть важно вашу силу по максимуму использовать себе во благо.
И опять же мы должны договариваться. Дипломатом быть стоит в решении некоторых финансовых вопросов. И я могу допустить, что вы кому-то скажете «нет», но это надо сделать так вот элегантно. Даже если вы видите, что не хотите вы продолжать кому-то помощь, не хотите продолжать какой-то проект или, может быть, спонсорский или бизнес-проект. Здесь у каждого по-своему. Но, увы, вот эту вашу собственную силу направляя в нужное русло, вы больше можете заработать денег, вы себе, значит, какую-то финансовую составляющую можете употребить во благо, а не рассеять. Поэтому внимание финансам тоже. Но у вас сейчас ведь это не только про деньги, карта сила, это ваша ресурсность. Поэтому максимально направьте на то, что полезно вам самим. Вот ваша задача, все ваши намерения и цели. Или пусть это будет как какой-то творческий проект, переложить в реальную конкретную плоскость. Вы сможете найти возможности нового заработка или для себя что-то обустроить именно для вас самих с большим плюсом. Личная жизнь. Или решить какой-то вопрос, может быть, по части финансов, это точно. И тройка кубков – это у нас праздник. Вот в этой колоде это точно какой-то праздник. Значит, в личной жизни есть какая-то, но тем не менее радостная новость. Или есть то, что вас вдохновляет. И здесь будет у каждого, конечно, по-своему. Но, будем говорить, хорошее настроение, мои дорогие, значит, приходит на смену вот этим разочарованиям. Но самому не застрять в них. Вам тут пространство пытается помочь, как в середине карта силы. Обратите внимание, да, мелкие вроде карты, как четверка кубков, так и тройка кубков. Но у вас есть карта мир. Это какие-то итоги. И вот эти ваши ресурсы должны быть положены в каком-то, я вижу, совершенно новом направлении. Или с большим КПД, мои дорогие весы, для вас самих. И туз пентаклей тоже где-то об этом. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.